Здравствуйте, друзья! В этом видео я покажу вам, как взять автодом на прокат практически в любой точке мира. Вы узнаете, как происходит бронирование, что входит в комплект базовый, а что вопреки ожиданиям туда совершенно не входит. Проще говоря, я поделюсь своим горьким и позитивным опытом и покажу, как избежать ошибок. Поехали! Для начала забиваем в браузере IndyCamper. Это международная платформа, на которой удобно бронировать дом на колесах в любой точке мира. В правом верхнем углу сразу выбираем удобный язык и валюту. Если вашего языка нет, можно просто воспользоваться встроенным в браузер переводчиком Google. Указываем, где будем забирать автодом, в нашем случае это Милан, Италия. Выбираем даты поездки и видим кемперы, которые доступны на эти даты. Под нужным кемпером можно прочитать подробное описание и, что важно, размер самого автодома. Нам нужен был автодом с небольшими габаритами, так как мы собираемся поехать в горную местность. Здесь можно посмотреть фото и видео вашего кемпера. Цена тут уже детализирована, и вы видите, за что и сколько вы будете платить. А также можно почитать отзывы и увидеть на карте локацию, с которой нужно будет забрать ваш автодом. Я выбрал автодом на базе Volkswagen Crafter. Это Volkswagen Grand California. Он вместительный, компактный, маневренный, и припарковаться на нем я смогу на любой парковке, даже для легковых автомобилей. Нажимаю «Продолжить». Сайт предлагает зарегистрироваться или войти в учетную запись. После этого сайт просит заполнить необходимые поля, заполняем и нажимаем «Далее». Уточняем, где и когда мы будем забирать кемпер. Важно правильно указать время. Если захотите забрать кемпер раньше 14:30, мы видим, что здесь нужно будет доплатить, в нашем случае 49 евро 20 центов. Мы ничего доплачивать не хотим, поэтому выбираем 14:30. Теперь выбираем, когда мы будем кемпер возвращать. Дальше у нас идет страховка. Я выбрал план, который устраивал меня больше всего, и думал, что на этом все. А нет, оказалось не так все просто. Страховка, кстати, один из самых важных моментов, и все нюансы по этому вопросу я расскажу немножко позже. А пока давайте выберем с вами дополнительные опции. Например, стол и стулья, барбекю, детское кресло, комплект постельного белья, газовые баллоны и так далее. Или же можно просто выбрать пакет Essentials по цене 83 евро, куда уже входит конкретный набор опций, такие как комплект постельного белья, уборка, 3 химические таблетки для туалета, стол, стулья, набор посуды. Нас это устраивает наивно, подумал я и нажал плюсик. И дальше мы видим вкладку, где указаны наши ограничения по километражу. В нашем случае пробег не ограничен, ничего доплачивать не нужно. Это большой плюс. Дальше у нас идет две опции касательно возврата средств. Можно доплатить 10 евро за каждую ночь и при отмене поездки получить 100% возврат, если сообщить это за 24 часа до поездки. Я выбираю первую опцию, ничего не хочу доплачивать, но в случае отмены смогу вернуть не больше 5%. Дальше заполняем данные банковской карты. За 10 дней аренды автодома с дополнительными услугами у нас получилось 1042 евро. Но что за эти деньги мы получаем и не получаем, смотрите дальше. А мы отправляемся в офис Инди Кемпер в Милане. В офисе Индикемпера администратор попросил предоставить водительское удостоверение, паспорт и номер бронирования, а также настойчиво предложил еще раз подумать над вопросом страховки. В целом оформление происходит достаточно быстро. Затем вас подводят к вашему кемперу, который припаркован возле офиса, и как оказалось, он совершенно пустой, если не считать провода и шланги для заправки воды. Вот такая вот базовая комплектация. В нашем автодоме не было даже воды. Кстати, об этом нам никто не сообщил. Газа тоже не было. Нам пришлось докупить два газовых баллона и цепи на колеса, так как мы собирались ехать в горную местность, а там может быть и снег, и гололед. И вот набор Essentials, который я покупал сразу при бронировании онлайн. Вот такой вот туристический комплект. 4 вот таких кресла, на которых можно сидеть и отдыхать. Столик и кухонный набор, потому что в самой машине посуды нету. И что нам дали в наборе? Сотейничек, крышечка, кастрюлька. Вы видите, в каком плюс-минус оно состоянии. Вот такое вот сито. И тарелки глубокие 4 штуки, большие 4 штуки и мелкие тоже 4 штуки. Сковородка, чашки и вот такой вот кофезаварник. Лопатки вот такие две, подставочка под горячее и набор ложек, вилок, ножек. Дальше у нас была еще туалетная бумага, один рулон и совочек и щеточка. Также еще было 3 таблетки для туалета, для биотуалета, которые нужно будет менять. Плюс докупил 2 баллона по 60 евро, плюс цепи на колеса 50 евро. И да, он был не заправленный водой, и вы об этом должны просто знать, что он пустой, и вам сразу же, прежде чем ехать куда-то
ночевать, вам нужно заехать на заправку и заправить полный бак воды. Хорошо, что батарея была заряжена. Но комплектация – это вопрос вторичный. Очень важно еще возле офиса сделать детальный обзор вашего автодома, как снаружи, так и внутри. В нашем случае был поцарапан бампер, отсутствовала заглушка, на крыше была небольшая вмятина, не работала подножка, которая выезжает при открытии дверей, и не открывался люк. Все эти детали важно сфотографировать сразу, еще возле офиса, чтобы вам потом не пришлось за них платить с вашей суммы залога, которая зависит от страховки, о которой я обещал рассказать подробнее. Но сначала давайте разберемся, как нужно сдавать автодом после путешествия. За сутки до того, как нужно сдать автомобиль, приходит на электронную почту о правилах, как его нужно сдать. То есть он должен быть у нас чистый, он должен быть у нас исправный, он должен быть у нас с заряженной батареей и должен быть без воды, без холодной и без грязной, и должен быть чистый туалет. Видите, как моется слив. Сам включается и моется. С этой парковочки у нас начиналось наше путешествие, на ней же и заканчивается. Вода здесь сливается снизу. Подъезжаем на вот такую штуку, открываем кран и сливаем воду. Если грязную воду мы сливаем, это просто открываем кран снизу, и она вытекает, то холодную воду, чтобы слить полностью всю, нам нужно открыть все краны и подождать, пока вода полностью сбежит. Дом у нас чистый. Также у нас была доплаченная опция, комплект, это туристический набор, стулья, столы, посуда, моющие, и в него же включен мойка автомобиля, поэтому мойку, мыть мы его не будем, мы его просто отдаем, и там его помоют. И также по возвращению вы просто заезжаете на территорию, оставляете машину, к вам подходит сотрудник и делает осмотр автомобиля. Просто он достает, у него есть планшет, у него там все данные автомобиля, в каком он был состоянии, есть фотографии, он делает фотографии. Если у него что-то не совпадает, он будет задавать вам вопросы. Если все совпадает, все хорошо. Он проверил, пустой ли бак, проверил наличие топлива, все проверил, посмотрел. Дальше он у себя в планшете отметил, отметочки поставил. С машиной все хорошо, нету никаких замечаний, у него там много пунктиков, он везде поставил галочки и подтвердил наш возврат автомобиля и сказал, в течение 6 рабочих дней деньги, который был залог, у нас это составляло 500 евро, деньги вернутся обратно. По поводу залога, если вы берете автомобиль без полной страховки, залог будет от 2 до 2500 евро. И если что-то с автомобилем не так, допустим, вы там царапнете, что-то разобьете, за это будут высчитывать из этого залога. Если вы берете полностью все покрытие, вот эти все мелкие нюансы, которые там царапины, где-то стукнули, где-то какую-то мебель повредили, это все покрывает ваша страховка, и вам эти деньги, 500 евро, вам вернутся. Но страховка получается немножко тогда дороже, если это полная страховка. Где-то 200 евро за 10 дней мы доплатили. В общем, 20 евро в день получается. Я думаю, это стоит того. Лучше переплатить 20 евро в день, но вы будете полностью спокойны и кататься на автомобиле, не переживать, если даже кто-то где-то вас зацепит. Я, в принципе, рекомендую. Все прошло нормально. Для меня это был первый опыт. Я автодома еще в аренду не брал. Я, в принципе, довольный. Все прошло замечательно. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Если видео было вам полезно, поставьте, пожалуйста, лайк и пишите в комментариях свои вопросы. Так как нюансов много, я постараюсь на все ваши вопросы ответить быстро. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А в следующем видео я сделаю полный и детальный осмотр этого автодома. До новых встреч! Путешествуйте просто!